Эта история произошла со мной в Непале, в городе Лумбини, в месте рождения Будды, куда я попал по стечению обстоятельств. Поехал я в Непал, чтобы продлить себе визу в Индию, куда я тоже, кстати, попал по стечению обстоятельств. И остался. Так вот, ехал я поездом ни много ни мало 16 часов. Пропитался духом Индии. Потом ехал на автобусе и доехал до Лумбини. Место выглядело совершенно не так, как я себе представлял. Но, к счастью, по дороге я заболтался с путешествующей женщиной, которая, узнав, что я еду в Лумбини, посоветовала мне остановиться в японском монастыре, что я и сделал. И мне очень повезло, потому что я встретил там прекрасных людей, которые теперь часть моей семьи, и я всегда могу туда приехать. И там замечательный пруд, стоит огромный храм Будды, и была у меня такая маленькая монашеская келья. Там были гуси, которые на всех нападали, потому что у них были гусята. И мне дали очень классный велосипед. И я назвал его Гриша. И даже купил краску и написал на нем его имя. Настоятель возил меня на базар, мы ходили пить чай, а вечерами общались на разные темы. Именно он подтолкнул меня на то, чтобы я прошел випассану. Он посчитал, что мне это совершенно необходимо. Обратившись в центр, оказалось, что есть свободное место, и курс начинается через 3 дня. Недолго думая, я туда и пошел. 1 января 26 года. Ну а дальше вы увидите меня таким, каким я оттуда вышел. Желаю вам приятного просмотра. Хотел поделиться тем, что я только что пережил. Это было 100 часов медитации за 10 дней. 10 дней мы медитировали с утра до вечера. 10 часов чистой медитации. Это было самое сложное, наверное, что случилось в моей жизни, но также, мне кажется, это самое лучшее, что случилось в моей жизни. Я хочу рассказать вам, что такое випассана, как это все происходит и что я пережил за последние 10 дней. Давайте по порядку. Считается, что випассана очень древняя техника медитации, утерянная человечеством и воссозданная Буддой 2500 лет назад. Давайте послушаем эксперта. Честно говоря, випассана существует так долго, как само человечество. Мы всегда наблюдали за нашим дыханием. И когда человек концентрирует внимание на движении праны, он переживает кое-что за пределами разума. Даже если ты ничего не знаешь о випассане и просто сосредоточишь внимание на дыхании, через какое-то время ты почувствуешь умиротворенность. Существует множество методик для достижения концентрации, и эта методика является одной из лучших, открытых человечеством. Будда выстроил логическую цепочку, которая довольно проста и труднооспорима. Мы взаимодействуем с окружающим миром с помощью наших 5 органов чувств, дающих нам ощущения. Ощущения бывают двух типов – приятные и неприятные. Если они приятные, у нас появляется желание их повторить или продлить. Если они неприятные, то желание их убрать. Такие желания со временем приводят к привязанности, а привязанность в свою очередь приводит к зависимости, а зависимость в итоге приводит к страданиям. Для освобождения от страданий необходимо разорвать эту цепочку. И единственная возможная точка разрыва – это отказ от наших желаний. Будда осознал, что мир построен на страданиях. В борьбе за выживание мы забываем, насколько страдаем. От нескончаемых хлопот, просто от жизни. Но сейчас человечество
закрывает глаза на страдания, а невежество усиливает страдания. Люди действительно не замечают, насколько они страдают, потому что они привыкли страдать. В погоне за своими желаниями, которые, как им кажется, принесут им счастье, они изводят себя на нет. Будда призывает проявлять осознанность к своему состоянию, а затем найти лекарство от своих проблем. Поэтому первый шаг – это осознанность. Ты осознаешь каждый свой вдох. Потихоньку это упражнение становится частью твоей жизни. Даже когда ты двигаешь рукой, ты осознаешь, что ты двигаешь рукой. Даже когда мысль приходит, ты осознаешь ее появление, как обработать эту мысль, хорошая она или плохая, и работаешь с этим. Для начала будь осознанным, взгляни на реальный мир, каков он. Непрерывная осознанность каждого действия, каждой мысли и мира вокруг и внутри. Вечно крутясь, как белка в колесе, мы забываем о наших глубинных проблемах, и они уходят в подсознание, а далее в неосознанные прослойки разума. Пока ты не поймешь истинную проблему в своей жизни, как ты ее вылечишь. И для выявления этих проблем, для работы с ними, для их устранения требуется тишина. Но это тяжелая и темная зона. Наше подсознание. Мы избегаем его, отвлекаясь на соцсети и развлечения, только бы не оказаться наедине с собой. Так вот, здесь от этого не убежишь. Представьте, что наши органы чувств – это сотрудники компании, разум – это исполнительный директор, а интеллект – генеральный директор. Глаза видят пиво, разум хочет, появляется желание, интеллект знает, что будет плохо и сопротивляется. Происходят дебаты, но зачастую разум выигрывает, и мы выпиваем пиво. Так вот, я не хочу давить на свой разум. Я не напрягаю свой разум, я... Вторым шагом к освобождению является концентрация сознания. Разум является одним из наших мощнейших инструментов. Все в этом мире достигается посредством концентрации. Только сосредоточенный разум дает производительность, реальную производительность. Здоровый ум приводит к счастью, счастье приводит к процветанию. Вы видели, что это было? Там Козы, женщины, тракторы. По сути, мы содержим два потенциала – динамический и статический. Динамический потенциал – это то, что нами движет в этой жизни. Сходить туда, сделать то, вечная суета – это природа нашего тела и разума. Медитация активирует наш статический потенциал, чем мы на самом деле являемся. Это природа чистого сознания. Но работать это будет только в комбинации с отрешенностью от материального, от отказа от своих желаний. Как протянутая сверху рука не вытащит меня из ямы, если моя нога прикована цепью, ровно так же я не могу духовно расти, не отказавшись от своих материальных привязанностей. Это неимоверно сложно, ведь привязанностям нас учат с детства. Если слоненка привязать к столбу и подождать, пока он вырастет, он уже никуда не побежит, если ты его отвяжешь. ну, например, стоит на столе бутылка вина. Отлично, я попробую это вино, оно очень вкусное. Но когда оно закончится, я не побегу за второй бутылкой. Да вот, реальный пример из жизни. Буквально полчаса назад вот такой сильный туман, я дрон поднял в воздух, и вдруг у него что-то замкнуло, и он полетел в никуда, неуправляемый. Да и бог с ним. Если я его потерял, значит, он мне не нужен. Когда ты отказываешься от своих желаний, ты становишься другим человеком.
ровно так же, когда ты перестаешь работать на результат, твоя работа превращается в творчество и обретает душу. Твоя жизнь меняется наичудеснейшим образом и наполняется волшебством. К сожалению, многие люди не верят в это. То, что сначала кажется сладким, оказывается горьким. А то, что кажется горьким, оказывается сладким в конце. Бхагавад-гита, глава 18, стих 37. Ну и в конечном итоге отвязаться от самого себя, от своего тела. Это как пальто, которое мне дали поносить. Да, красивое пальто, я его ношу, мне оно нравится, но оно потрепается рано или поздно, и мне придется его выбросить. Мне его дали, и точно так же у меня его заберут. И неизвестно когда. И нету смысла к нему привязываться, потому что привязывание к своему телу вызовет только страдания, страх смерти. Вот есть Рома, мой велосипед, на котором я катаюсь. Да, он мне очень нравится, но в конечном итоге это просто велосипед. И придет момент, когда мне придется его выбросить на свалку. И я пойду покупать себе новый велосипед. Возможно. А может быть и нет. Но не в этом дело. Дело в том, что это все временно. Это все не наше. И нам не принадлежит. Медитация випассана непростое испытание, особенно когда на поверхность начинают вылазить старые болячки, глубинные травмы и переживания. Будь готов встретиться со своей темной стороной, столкнуться с ограничениями, с дисциплиной и быть наедине с собой. Ты захочешь убежать в первый день, третий день и в другие дни. Но главным испытанием для многих является сохранение состояния осознанности и концентрации после возвращения домой. Если не практиковать эти навыки ежедневно, они быстро теряются. В исламе есть хорошая традиция молитвы 5 раз в день. Поэтому, как минимум, мы должны упражняться 5 раз в день, даже если это 5 минут, 2 минуты, 1 минута, для возвращения состояния осознанности. Старайся быть со своим дыханием 24 часа в сутки, с каждым вдохом. Потихоньку тебе начнет это нравиться, быть уравновешенным, а не вечно рассеянным. Ощутив вкус концентрации, ты захочешь еще и еще. И затем будешь чувствовать каждый вдох. И тогда ты всегда будешь уравновешен. Никакие потрясения тебя не коснутся. И неважно, какие появляются проблемы, счастье или несчастье, волнения, ты будешь уравновешен. После випассаны дают наставления медитировать по часу утром и вечером. Это нужно для того, чтобы оставаться в зоне, в которую они тебя ввели. Но практически это очень сложно, и многие здесь выпадают. Вернувшись домой, бытовуха проглатывает тебя целиком. Поэтому рекомендуется практиковать осознанность весь день, следить за своим дыханием, практически оставаться в медитации постоянно. И это даже интереснее, вместо того, чтобы просиживать часами в комнате с закрытыми глазами, можно гулять по улице и наблюдать за миром. Находясь в состоянии тонких вибраций, мир начинает оживать перед тобой. Ты начинаешь замечать и чувствовать, что вокруг тебя все живое. Ты даже можешь ментально начать общаться с растениями, с животными, с солнцем, с луной. Можно поговорить со стихиями, поговорить с огнем, с водой. Уверен, что они очень многое могут вам рассказать и выслушают вас с большим интересом. А что это дает? Вот, хороший вопрос. А что это тебе дает? Випассана дала мне глубокое понимание того, что мир гораздо больше, чем я его вижу. И я гораздо больше, чем мое тело и разум. Добавлю, тело и разум – это не я. Я чистое сознание, временно погруженное в это тело. В реальности нет ни тела, ни мыслей, ни времени. Мысли моего разума – это не мои мысли. Мое тело бегает по свету не по моей воле. И желания Ромы тоже не мои. И когда ты получаешь эти знания через свои собственные переживания, ты начинаешь отвязываться от всего, что тебя сдерживает. И ты можешь начать себя тренировать
находиться в моменте, не давать своим мыслям крутить тебя в прошлых проблемах или в каких-то будущих планах. Мой опыт включал глубокое понимание того, как устроен мой разум. Для меня это отличный инструмент для понимания своих тенденций, как я на них теперь смотрю, и что они меня не идентифицируют. Я знаю, что это просто мысли. Это не я. Мои мысли не определяют меня. И это осознание, понимание того, как устроен твой разум, меняет твою жизнь. И еще понимание того, что к вещам надо относиться проще. Что? Да ладно. Теперь я знаю. Теперь я знаю. Ага. Ты начинаешь учиться справляться со своими желаниями. Это также помогает тебе справиться со своим эгоизмом, потому что мы все эгоцентричные, мы все закручены на себе. То есть я, есть мое. И это нам мешает быть счастливыми. Глубоко осознав это, я начинаю отстраняться от Ромы. Пусть он бегает, дурачится, делает все, что он хочет. А я просто наблюдаю за этим, ведь по сути я не действующее лицо в этом театре, я зритель. Так вот, приняв роль зрителя, ты оказываешься в ритме со Вселенной, как скрипка оказывается в ритме с оркестром. Перестань зажиматься и позволь музыке играть. Это помогает тебе избавиться от твоих негативных эмоций. Понимаешь, как только ты генерируешь себе отрицательную эмоцию, ты сразу начинаешь страдать. Я не знаю, может быть, когда-нибудь мы просто... Меняя отношение к миру, меняешься и ты сам. Ты перестаешь вестись на игры своего разума. Ты больше не позволишь ему выводить себя из состояния равновесия. Жизнь обретает новый смысл. Ты перестаешь задаваться вопросом, что я здесь делаю. Хотите, расскажу, для чего я живу? У любой игры есть цель, правила и приз. Ты не знаешь? Так вот, цель этой игры – познать реальность, открыться Вселенной. Правила – это законы мироздания, которые не стоит нарушать. А приз – это поистине сюрприз. Его познаешь в моменте. Давайте попробуем сделать маленький шажочек и отказаться от чего-то ненужного. И понаблюдаем, как Вселенная отблагодарит нас за это. Я уверен, что это сработает. 1000 раз уже испытано. И тогда захочется сделать еще один шаг. И еще. И так маленькими шажочками мы можем потихоньку идти к свету. Точно так же, как слоненок, сделав шажок, увидел мир уже с другого ракурса. И ему, конечно же, захочется сделать еще один шаг. Когда я пришел туда, я практически ничего не знал, но я даже не представлял, к чему это все приведет. А было так. В первый день нам дали очень короткую инструкцию. Ты просто сидишь и прислушиваешься к своему дыханию. Нам сказали, что вот тут у тебя такой треугольник, и все твое внимание должно быть в нем. Поначалу это было практически невозможно. Бывало так, что мысль тебя уносит минут на 10-15, только потом ты осознаешь, что тебя, оказывается, унесло, и ты возвращаешь себя обратно на свое дыхание. Как только ты вернул, прошло 20 секунд, тебя опять куда-то понесло. Вот так работает наш разум, и ты начинаешь понимать, насколько он неконтролируемый, хотя вроде бы он твой, но ты вообще его не контролируешь. Это он контролирует тебя. Он гоняет тебя по разным местам в твоем прошлом и в твоем будущем. Есть тонкая черта между следованием твоей интуиции, тому, что тебе кажется правильным, это мысли, которые исходят из твоего сердца, настоящие, и есть шум. В этом сложность. И в обществе так много шума. Первый день мы делали только это.
10 часов мы просто сидели и слушали свое дыхание. Второй день было то же самое, но нам дали дополнительную инструкцию. Теперь, когда ты дышишь, где-то в носу ты должен найти точку прикосновения воздуха. И твои мысли уже тебя не на так долго уносят. Ты эту точку чувствуешь, и ты быстрее возвращаешь себя обратно. Третий день было очень похоже, но нас попросили сократить этот треугольник. И концентрация была на этой маленькой точке. И здесь я почувствовал, что, оказывается, я уже могу здесь оставаться. Ребята, 10 часов в одной точке, отгоняя от себя все мысли, это тяжелейшее испытание, вообще тяжелейшее. Я не знал, как я еще смогу 7 дней вот так вот прожить. Но закончился третий день. В конце третьего дня нам сказали, ну вот, ребят, все, теперь следующий день мы начинаем саму випассану. То есть все, что до этого происходило, это была не випассана, это был фундамент, который мы строили для медитации. А фундамент заключался в том, чтобы научиться оставаться в моменте и настроить разум на тонкие вибрации. Так как концентрация у нас была на маленькой точке, наш разум начинал чувствовать очень тонкие ощущения. И с этого мы начали свой 4-й день. Внимание на темечко. И мы начинаем прислушиваться, какие ощущения мы испытываем. У каждого они разные. У меня было небольшое покалывание. Теперь я начинаю его распространять. После того, как я прошелся, просканировал всю голову, я сканирую лицо, дальше сканирую плечо с головы до ноги, с ноги до головы. И так весь день. Этим мы занимались весь 4-й день. Этим мы занимались весь свой 5-й день. И на 5-й день у меня произошел слом. Вдруг я почему-то подумал, да, Ром, ты все понял, короче, ты освоил эту медитацию, можешь идти домой, тебе больше здесь делать нечего. И я почти уже начал собирать свои вещи, думал, что я сваливаю отсюда, мне хватит. Но я понял, что это мой разум играет со мной злые шутки. И я остался. И слава Богу, что я остался. Потому что на 6-й день со мной произошло что-то невероятное. Мое внимание прошло через кожу внутрь тела. И я начал чувствовать свои мышцы. Не знаю, ребят, любите ли вы массаж, но это было что-то. Это был массаж другого уровня. Это был массаж самый лучший в моей жизни. Я начал разбирать мышцу ноги на волокна, и я прощупывал каждое волокно. Это было такое блаженство. А то, что кажется горьким, оказывается сладким в конце. На 7-й день стало еще интереснее. Я прощупал себя всего внутри. Я прошел через свое сердце. Я почувствовал, сколько в нем узелков натянутых, насколько оно устало. Дошел до шеи и вошел в свой мозг. Ребята, это ощущение невозможно передать. Это как будто бы вот свой мозг ты проводишь как муку через сито. Он весь как будто бы перезагружается у тебя. Это сканирование у меня длилось, наверное, минут 15. И на випассане для меня самое безумное – это то, что ты мог войти в свое тело и почувствовать свои органы. Такое я себе никогда не мог представить, что это возможно. Конечно, ты осознаешь силу связи с самим собой. Ты знаешь, эта чувствительность, которую дает випассана, я только получил это через випассану. Но интересный момент, что когда я сканировал свой мозг, у меня создалось такое впечатление, что как будто бы я знаю, как это делается. Как будто бы я делал это раньше. Как будто бы у меня есть этот навык. Это было что-то новое и совершенно необычное. Откуда я это знаю? Откуда я знаю, как сканировать свой мозг? Находить в нем какие-то точки, больные места и их обрабатывать так, чтобы они потом рассасывались. Я чувствовал, что я какие-то создаю лечащие вибрации. Ну и, наверное, кульминация произошла на 8-й день,
когда нас отправили уже медитировать в отдельные камеры, там много-много таких комнаток, заходишь в нее, каменная, 1,5 на 2 метра, ты находишься во мраке, у тебя подушечка, чтобы попа не отмерзла, накрываешься одеялом и уходишь в медитацию. Конечно, мой мозг играл со мной злые шутки, и у меня была страшная борьба, потому что он говорил: Рома, а ну-ка вставай, иди отсюда. Почему ты сидишь в этой комнате, в этой холодной, бетонной, маленькой комнате, как в гробу? Что ты здесь делаешь? Вот, я пришел сюда с намерением, у меня определенная цель, я знаю, к чему я иду, я знаю, что я чего-то добьюсь. И вот там случилось такое, что я сидел, и я чувствовал каждую клетку своего тела. И все ощущение вдруг пришло ко мне единовременно. Осознавая то, что твое тело в основном пустота, и что между атомами огромные расстояния, ты начинаешь это физически ощущать, что твое тело уже не твердое, а оно просто воздух. И через меня идут вибрации, и внутри меня пустота, и я начинаю растворяться. И я растворился, ребята. Я растворился в этой пустоте. Я превратился в галактику, в экстазе, без тела, без мыслей. И я хотел оставаться там вечно. Вот это ощущение незабываемое. Его никак не описать, его можно только почувствовать. Что, кстати, и говорил Будда. Принимай только то, что ты пережил сам. Ребят, очень важно, чтобы вы понимали, что каждый переживает свои ощущения, и у всех они разные. Поэтому то, что я рассказываю вам, это только мои ощущения. Ты приходишь в центр, у тебя забирают все. Тебе дают только сменное белье и туалетные принадлежности. Разговаривать ни с кем нельзя. Ты молчишь 10 дней. Подъем в 4 утра. В 4:30 мы садимся на первую медитацию, которая длится 2 часа, без перерыва. После этого завтрак и короткий отдых. Потом проходят еще 3 часа медитации с коротким перерывом и обед. Еще 4 часа медитации с перерывом. Перерыв обычно 5 минут. После этого ужин. Еще час медитации, час теории. И мы расходимся спать. В 9 часов у нас отбой. Каждый жил в отдельной комнате. У каждого был свой туалет и ванная. Ну, как ванная. Уборная, скажем так. Горячей воды, конечно, нет, но она есть во дворике. То есть ты берешь ведерко, набираешь горячей воды, заходишь в свою ванну и с ковшиком на табуреточке моешься. Сейчас в Лумбине холодный период, действительно холодно, мы как будто бы в облаке находим. Температура 7-10 градусов. В ванной в окне не было стекла, была только сетка от комаров. Практически мылся при уличной температуре. Ужин очень легкий, и получают его только новички, которые пришли в первый раз. Люди, которые приходят второй или третий раз, пьют только водичку с лимоном. Ну, а нам давали покушать, как там покушать? Тебе дают рисовые хлопья, молоко, 3/4 яблока и банан. Еда чисто вегетарианская. Я столько даже не видел много разновидностей гороха и чечевицы и бобовых в одном блюде. Конечно, мы все сильно от этого пукали. И так как мы большую часть времени не двигались, то вот это вот прохождение от зала медитации до своей комнаты занимает 100 шагов. Но там на 10 шагов 8 пуков у каждого. То есть мы все там играли в тромбоны. Это было весело. Ладно, шутки в сторону. А если серьезно, то все очень хорошо у них продумано. С полным желудком тяжело медитировать. Должен сказать, что все это бесплатно. Обучение, проживание, питание бесплатное во всех центрах випашаны по всему миру. Humanity is seeking love. Да. Теорию действительно понять сложно без практики. Теория должна идти в ногу с практикой. Буддой не станешь за 10 дней. И жить становится очень легко. It is. We all need to love, and I want to teach you how to love. Ладно, хватит.